Определение проприоцептивных сухожильных рефлексов широко применяется в неврологической практике. Для того, чтобы получить сухожильные рефлексы, мы нашего испытуемого должны будем попросить максимально расслабить мышцы. Для исследования мы будем использовать обычный неврологический молоточек. Для того, чтобы правильно провести рефлексы, мы должны их получить как справа, так и слева, а затем сравнить результаты. Обращаем внимание на выраженность рефлексов и, конечно же, их симметричность. При нарушении рефлекторной дуги возможно, мы будем наблюдать снижение рефлексов или их полную утрату. Сейчас мы попробуем получить спинномозговой проприоцептивный коленный рефлекс. Для его получения мы нашего испытуемого усаживаем на стул и просим одну ногу закинуть на другую. При этом необходимо максимально расслабить все мышцы. Теперь с помощью неврологического молоточка наносится легкий отрывистый удар по сухожилию четырехглавой мышцы бедра ниже коленной чашечки. Таким образом получается разгибание голени в коленном суставе. Данный рефлекс замыкается на уровне 3 и 4 поясничных сегментов спинного мозга. Точно такое же исследование нужно будет провести и на второй ноге. Поэтому просим сделать то же самое и вторую ногу закинуть в первую. И наносится удар по сухожилию также четырехглавой мышцы бедра. Таким образом проверяется симметричность рефлекса. Теперь попробуем получить ахиллов рефлекс. Для его получения мы испытуемого попросим встать коленками на стул так, чтобы стопы при этом свободно свисали. Также при максимальном расслаблении мышц наносятся неврологическим молоточком удары по ахиллову сухожилию. Сначала одной ноги, затем другой ноги. Таким образом мы наблюдаем подошвенное сгибание стопы. Это и есть проявление рефлекса. Рефлекторная дуга данного рефлекса замыкается на уровне первого и второго крестцовых сегментов спинного мозга. Следующий рефлекс, который мы попробуем получить, это локтевой рефлекс. Локтевых рефлексов два. Это сгибательный рефлекс при работе двухглавой мышцы плеча и разгибательный рефлекс при работе трехглавой мышцы плеча. Вначале мы попробуем получить разгибательный рефлекс. Для этого плечо нужно будет держать в таком положении и слегка согнутом в локтевом суставе. Далее наносится отрывистый удар неврологическим молоточком по сухожилию трехглавой мышцы плеча. Таким образом получается разгибательный рефлекс. Этот рефлекс замыкается на уровне 7 и 8 шейных сегментов спинного мозга. Следующим для получения является сгибательный рефлекс. Для этого при полном расслаблении мышц руку устанавливаем в слегка согнутом опять положении и наносим удар по сухожилию двухглавой мышцы плеча. Таким образом получается сгибательный рефлекс, который замыкается на уровне 5-6 шейных сегментов спинного мозга. Для проверки симметричности рефлекса попробуем получить те же самые рефлексы на второй руке. Итак, попробуем получить разгибательный рефлекс, воздействуя на сухожилие трехглавой мышцы плеча.
Также действуем на сухожилие двух главных мышц плеча.